Большинство из нас все время беспокоится по поводу и без. Мы переживаем из-за денег, работы, боимся заболеть, сойти с ума или опозориться. Мы начинаем беспокоиться, как только просыпаемся, и даже когда отдыхаем или отправляемся в отпуск. Хотя при этом мы пытаемся улыбаться и делать вид, что все хорошо, чтобы не заставлять окружающих волноваться. Хотя временами мы чувствуем себя из-за этого просто ужасно. Тогда, пытаясь как-то помочь себе, мы начинаем анализировать каждую проблему по отдельности, выстраивая вокруг нее разумные аргументы, почему тот или иной страх не должен нас беспокоить. Хотя намного эффективнее не рассматривать каждую отдельную проблему, а взглянуть на всю картину в общем и оценить, какое место беспокойство занимает в нашей жизни. Не тратите ли вы на него почти все свое время? Великий английский психоаналитик Дональд Винникот как-то сказал: «Катастрофа, которой вы опасаетесь, на самом деле уже случилась». Когда мы беспокоимся, то зацикливаемся на том, что произойдет дальше. И в этом плане будущее раскрывается перед нами, как сплошная череда из крахов и падений, доводящая нас до панического ужаса. Но давайте взглянем на то, чего мы больше всего боимся, через тезис Винникота, что бедствие, которого мы опасаемся, уже произошло. Здесь возникает парадокс. Почему мы продолжаем тревожиться о том, что уже произошло? Может, теперь нам стоит забыть о прошлом и начать жить настоящим, двигаться дальше? Винникот объясняет, почему нам свойственно тревожиться о чем-то. Ответ кроется в природе травмирующих событий из нашего детства, которые не получили должной обработки и в результате, подобно мертвому грузу, которые не похоронили и не оплакали должным образом, эти травмы начинают без разбора преследовать нас во взрослой жизни. Например, мы можем начать паниковать, что нас вот-вот унизят и опозорят, хотя особо веских оснований для этого в объективной действительности нет. Но тем не менее, мы совершенно убеждены, что именно это и случится с нами. А все потому, что в детстве родители или кто-то другой пристыдил нас перед всеми, оставив в душе глубокий след. Или мы постоянно беспокоимся о том, что нас вот-вот бросят, предадут в любви. И не потому, что наш партнер склонный к неверности, а потому что человек, который заботился о нас в детстве, когда мы были особенно уязвимыми, был именно таким. Если мы осознаем, что причина нашей тревожности кроется не в страшном будущем, которое рисует нам наша фантазия, а в нашем собственном прошлом, тогда справиться с этой проблемой будет уже в разы легче. Попробуйте для начала заменить страх предчувствия чем-то более сильным. Трауром по себе в детстве, жалостью ко своему прошлому, которое заставляет вас чувствовать себя сейчас так паршиво и отравляет все будущие события. Осознав, что наше беспокойство имеет корни из детства, мы также поймем, что можем адаптироваться и улучшить свою реакцию на то, что нас тревожит. Если нас хорошо воспитали, нам завещан набор правильных действий, за которые можно ухватиться в случае кризиса. Мы знаем, как протянуть руку помощи другим, и знаем, куда самим обратиться за помощью, когда нам будет плохо. Мы можем найти в себе силы, чтобы отказаться от чего-то невыполнимого и взять на себя ровно столько ответственности, сколько нам полагается. У нас есть доступ к решению всех наших проблем. Но когда нам не хватает таких знаний, мы даже во взрослой жизни остаемся по отношению к проблемам просто напуганными детьми. Да, возможно, внешне мы выросли, возмужали, научились водить машину и говорить как взрослые. Но столкнувшись с проблемами, мы прибегаем к нашему набору незрелых, детских решений. Слишком остро реагируем, молчим, замыкаясь в себе, когда нужно отвечать. Мы кричим и ругаемся. И вроде бы у нас есть небольшое представление о других вариантах, но в критических ситуациях мы не можем ими воспользоваться. И вместо свободы действий ощущаем вокруг себя только барьеры. Здесь очень важно напоминать себе, что несмотря на все психологические травмы, которые мы получили в детстве, теперь мы взрослые.
Нам больше не нужно быть такими же испуганными и бессильными, как раньше. Мы можем протестовать, мы можем красноречиво отстаивать свою позицию, мы можем жаловаться, можем перестроить свою жизнь по-новому, причем вообще в другом месте. Есть два способа уменьшить риски, которые ведут нас к тревожности. Попытаться устранить все риски из нашего маленького мира или поработать над своим отношением к риску. Знание того, что многие из наших страхов имеют корни из нашего детства, позволяют нам отследить свою реакцию на теперешние события, чтобы понять, что история не обязательно должна повториться. Взрослая жизнь не будет повторением нашего кошмарного детства, если мы перестанем идти на поводу у своих реакций и в большей степени начнем смотреть на мир более зрело и уверенно, а свои проблемы воспринимать как что-то, что уже случилось. Так что бояться этого больше не следует. Такова привилегия взрослых. Конечно, это не решит всех наших проблем, и мы по-прежнему будем большую часть времени тревожиться. Но, возможно, теперь мы будем чувствовать себя не такими слабыми и беззащитными, и перестанем убеждать себя, что все идет к грядущей катастрофе. На этом все. Спасибо за просмотр, друзья, а также за ваши комментарии, лайки и подписку. До новых встреч!